Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос выбора препаратов от блох и клещей. Я не буду убеждать вас в том, что блохи и клещи – это очень опасно для вашей собаки, что блохи являются промежуточными хозяевами гельминтозов и что в том числе они могут вызывать блошиный аллергический дерматит, что укус клещей может нести смертельную угрозу для собак в виде пироплазмоза. Все понимают, что блохи и клещи – это не только неприятно для животных, а в первую очередь это очень опасно для их здоровья. Итак, что же надо знать, чтобы выбрать действительно качественные препараты, которые смогут защитить вашу собаку от этих паразитов? Первое. Я вас разочарую и открою вам страшную тайну. Идеальных препаратов, которые бы на все 100% и в любых ситуациях защищали животные от эктопаразитов, просто не существует. Да, есть много достойных препаратов, которые более-менее хорошо защищают от эктопаразитов. Но чтобы вот так на все 100%, то таких нет. Это просто невозможно с точки зрения законов биологии. Это зависит от многих факторов. От породы собаки, от ее физиологических и экстерьерных особенностей. Например, длина шерсти или размер собаки тоже влияет на эффективность препарата. И поэтому, если в инструкции по применению препарата записано, что препарат эффективен от блох и клещей для собак, то это еще большой вопрос, насколько это будет эффективно именно для вашей собаки. Ведь каждая порода имеет свои особенности. Пусть небольшие, но все равно имеет. Например, все знают, что для коли и шелки нельзя применять ивермектины, что у некоторых пород есть склонность к пищевой аллергии. Это уже знают не только ветврачи, но и многие собачники. Это как бы уже в порядке вещей. Но вот от препаратов для уничтожения блох и клещей все ждут чуда, что все они универсальны и на 100% эффективны. Это не так, ведь как проводится выпуск новых препаратов? Много работы надо сделать, чтобы выпустить на рынок новый препарат. В том числе надо провести и клинические испытания. Даже если препарат американский или европейский не имеет значения, то клинические испытания, как правило, проводятся где-то в третьих странах, где эти испытания разрешены на живых собаках. Ведь во многих странах клинические испытания на собаках запрещены законодательно. И уж поверьте мне, что эти испытания, где бы они ни проводились, не проводятся на собаках породы типа ши-тсу или вельш-корги-пембра. Вот каких собак наловили на улице, на таких и проводятся. В масштабах вселенной физиология всех собак очень похожа. А в масштабах породы, которая имеется лично у вас, то могут быть и какие-то отличия. Небольшие, всего каких-то пару процентов. Но это уже может стоить жизни именно для вашей собаки, а не для собак целой вселенной. Вот и пишут в инструкции: разрешено для применения на собаках. В инструкции же не написано, что клинические испытания проводились в том числе и на породы, которые есть у вас. Опять же, акцентирую ваше внимание, что даже при этом, при любых раскладах 100% эффективности вы не увидите ни в одной инструкции. И получается такая ситуация, что мало того, что нигде в мире, ни в одной инструкции не пишут о 100% эффективности, так еще и самому владельцу надо делать поправку на породу, которая есть именно у него. Ведь порода тоже вносит свои коррективы в плане эффективности препарата. Более того, для того, чтобы избежать всевозможных неприятностей, на случай того, что если у какой-то собаки будут блохи или хуже того собака заболеет пироплазмозом, в инструкции по применению эктопаразитарных препаратов многие производители незаметно включают такую фразу: иногда может быть индивидуальная непереносимость к препарату. С одной стороны, это действительно так, действительно может быть, а с другой стороны, под эту фразу можно запихнуть все, что угодно. Как и то, что данных по применению препарата конкретно на породе собаки, которая есть у вас, просто не существует. То есть производитель всячески себя страхует и пытается снять с себя всяческую ответственность за возможные неприятности. И второе, что надо понимать при выборе препарата, что эктопаразитарные препараты – это огромный рынок, второй после продажи кормов. За этим рынком стоят огромные деньги и, конечно же, очень мощный маркетинг, то есть служба, которая призвана убеждать потенциального потребителя совершить покупку именно их препарата. Проводятся всевозможные мероприятия, конференции, где представители фирм друг поперед другом рассказывают о своих препаратах. Вернее, пытаются убедить вас, что их препараты лучше всех остальных.
На формирование этих убеждений тратятся огромные деньги. Поэтому вы можете припомнить хотя бы один случай, где бы вы услышали информацию от представителя фирмы-производителя о том, что вот такой-то их препарат имеет такие-то и такие-то преимущества, но наряду с этим препарат имеет и какие-то недостатки, и что у препарата другой фирмы этих недостатков нет. У них есть другие недостатки, но вот именно этих недостатков нет. И называют вам при этом препарат другой фирмы, то есть фирмы-конкурент. Фантастика, да? Не напрягайте память. Скажу сразу, что такого вы не припомните даже в самом страшном сне. Никогда вы такого не слышали и не услышите. Просто если любой представитель такое скажет, то это будет, если не последний, то предпоследний день его работы на этой фирме. Этот день мог бы быть и последним для него. Просто представитель может быть где-то в командировке и не сможет в этот день попасть в офис, чтобы подписать бумажки о своем увольнении. Поэтому представители фирм стоит понимать и не стоит ожидать от них на 100% объективной информации. От них мы можем услышать только хвалебную информацию, которая формирует завышенные ожидания и побуждает к покупке. И потом, когда случается какой-то неприятный случай с применением препарата, многие владельцы собак ощущают себя в роли обманутых, что мы же вам так верили, а вот так получилось. Да все очень просто. Не надо слишком очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Надо тщательно изучать всю имеющуюся информацию о препаратах, а не полностью полагаться на кого-то, что за вас кто-то что-то решит. За вас другие люди только могут решить, куда вы должны потратить свои деньги. Поэтому фильтруйте информацию и принимайте все решения осознанно. Все это хорошо, все это слова. А как же конкретно выбирать препараты? Обо всем об этом вы узнаете в одном из моих следующих видеороликов. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!